Здравствуйте! Сегодня у меня новая пациентка. Лилия любезно согласилась принять участие в съемках. Вот она сейчас расскажет, какие у нее проблемы, и мы начнем заниматься с ней. Здравствуйте, дорогие друзья! Я обратилась к Вячеславу по одной простой причине. У меня сидячая работа и очень сильно болит спина, в особенности копчик. И если я работаю более 6 часов в день, то, соответственно, чувствую себя уже не совсем хорошо в плане состояния своей спины, опять же. Иногда еще болит шея. Обратилась к Вячеславу, мы прошли с ним один сеанс, сегодня у нас с ним вторая встреча. После первой же встречи заметила явное улучшение по состоянию самочувствия, потому что боль в спине, она доходила до того же, что просто я не могла спать по ночам. После первого же сеанса я спокойно уснула и хорошо себя чувствовала, вот поэтому пришла на вторую встречу. Очень хорошо. Лилия психолог, и некоторые пару слов она скажет. Я тоже хотел бы сказать пациентам, что о взаимосвязи психоэмоционального и физиологического состояния. Да, друзья, я психолог, работаю в основном с паническими атаками, с какими-то невротическими расстройствами. Мне это всегда было интересно, потому что когда-то я справилась с данным феноменом самостоятельно. Хочу вам в 2 словах рассказать о причинах образования зажима в теле. Первый – это образ жизни человека, да, вот, как у меня в данном случае. Сидячая работа, тело, оно находится все время в едином своем, так сказать, положении. Второй принцип у нас непосредственно это хронический стресс. Всем известна психосоматика. Как это происходит? Нервная система посылает импульс в тело, мышцы сокращаются, образуется зажим. Поэтому стресс влияет и на наше физическое тело. Все взаимосвязано. Да, вот эти спазмы впоследствии вызывают, так скажем, смещение. То есть мышца прикрепляется к костям, и кости уже тянутся в той или иной плоскости, в зависимости от... Наша задача снять спазмы и вправить в анатомически правильное положение суставы и позвонки. Все, начинаем сейчас диагностику и дальше массаж и мануальная терапия. Так, смотрите, здесь у нас в пояснично-крестовом отделе 2 точечки. Вот, ровненько ножки стоят. И смотрим. Немного влево уходит таз вот, из-за спазмирования с левой стороны гипертонус мышц больше, чем справа. И он чуть-чуть развернут в левую сторону. Ну и здесь напряжение в районе L5-S1. Ну, вот, по левой стороне больше тонус, грудопоясничный переход. Потом также по лопаткам смотрим и по плечам. Плечо чуть-чуть левое пониже, правое чуть повыше. И оно вот так развернуто. Если вы видно на камеру, то чуть-чуть развернут корпус. Ну и соответственно сейчас шея, да, по-моему, еще болела у тебя? Вот, шейка тоже из-за этого верхнего грудного страдает зачастую и шея. Здесь справа больше гипертонус, вот угол, он более подтянутое плечо правое кверху. Это чуть опущено. Вот из-за этого сейчас мы будем выравнивать гипертонус, снимать грудопоясничного отдела, соответственно с плечами работать, с грудным отделом, ну со всем телом. Все, ложимся на живот, туда головой. Сейчас будем вправлять крестцово-подвздошное сочленение. Вот здесь с левой стороны у них больше все стянуто в левую сторону. Берем за подвздошную кость, расслабляемся. Вот так. Здесь нижние ребра. Еще расслабляй. Так. Хорошо. Сейчас поясничку посмотрим, подвыкинем. Так. Тут сложно взяться, бывает. Бывает кожа есть, бывает нет возможности взяться. Сейчас крест-накрест будем делать. Сейчас без полотенца покажу. Здесь на гребень крестца ладонь и на нижние ребра. И вот таким образом растягивается вот так
прекрасно. Еще с правой стороны проверим поясницу. Да, здесь крестово-подвздошное, нижние ребра справляются при этом. Вот сейчас грудопоясничный переход будем вытягивать. Массаж уже проделали, поэтому он не попал в видео. Вот, если кому интересно, может посмотреть это на отдельном видео. Вот, сейчас снимаем только вправление. Делаем вдох, выдох и расслабились. Хорошо. Ой. Еще расслабились. Угу. Как ощущение? Чудесно. Здесь плечо, ключица. Берем под плечевой сустав, головку плечевого сустава. И здесь первое, второе ребро между лопаткой стоит и позвоночником. Вот так. Все на мышцах делается, давление на кости не производится прямого. Чуть-чуть расслабляем амплитудно и вытягиваем. Угу. Так, шейку давайте посмотрим. Да. Сейчас с левой стороны. Ой, слева. Ну, справа больше спазм по шее. Ой, хорошо. Угу. Сюда. Голову так под 45 градусов. Плечо назад. Ой, хорошо. Вытянулись. Еще один вариант вправления КПС, кольцово-подвздошного сочленения. Расслабились. Здесь на крестец ставится. И так вот вытягиваем. Сейчас таз двигаем ближе к краю. Да. Ручка так. Нижняя нога ровно. Так вот. И на ту сторону. Нет, сначала таз двигаем. Все. Нижняя нога ровно. Да. Угу. Да вот так можно. Расслабь, расслабь. Так. Окей. Встаем. Здесь, видимо, еще верхней грудной немножко сосудистые изменения. И пока еще правое плечо чуть вперед уходит, нам нужно сейчас верхней грудной вытянуть вот таким движением. Я сейчас покажу. Ручки за голову сделайте. Вот. Ножки на месте стоят, не ходим никуда. Хорошо. Растянулись. Так. Расслабляемся, расслабляемся. Хорошо. Вот, тазобедренный пошел. Сейчас второй тазобедренный сустав. Ограничение подвижности снимаем. На том было, на этом все в порядке. Ну, расслабляй контроль. Еще чуть-чуть. Как укол.
сначала бьете. Расслабляй мышцы. Не отдаешь ты. Еще. Не думай. Вот она болтается свободно, да. Еще. Ну, давай. Угу. Все. Челюсть закрыта и расслабься. Нет, не расслабляешься. Хорошо, расслабляешься. Да. Угу. Что это ощущение? Голову дала, как в прошлый раз. Прошлое. Голову дало куда? Виски. Виски, да? Ага. Сейчас паравертебрально освободились артерии, поэтому височки отдало. И чувствуется, что плечи, спина вот как все освободилось, что ли. Потому что где потянулось, когда я потянул за голову, где потянулось? До поясницы потянулось? До поясницы нет, вот больше плечи, виски, вот эта вот часть. Ну и поясница сейчас вот начинает немножко чувствоваться, но виски вот прям хорошо. Угу. Сейчас я просто проверяю подвижность. Угу. Расслабься. Хорошо. Затяжечку сделали после декомпрессии. Так, хорошо. Прижал подбородок грудной клетки, плечи расслаблены. Вдох сделал, задержал. Расслабься. Голову ровно. Ага. Поровнее плечи стали по пояснице. Еще здесь осталось поясничный переход. Здесь надо будет работать несколько сеансов еще точно. Вот. А по плечам вверху получше стало. Как вы себя чувствуете, Лилия? Чувствую себя намного лучше в том плане, что тело освободилось и как-то вот свобода ощущается. Хорошо. И кровь, вот, она везде прям циркулирует очень хорошо. Угу. Какого-то дискомфорта нет сейчас? Абсолютно нет. Очень Всё хорошо, свободно. Все здорово. Спасибо вам. Спасибо вам тоже. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Пару слов хотел сказать, ответить на основные вопросы. Ну, во-первых, почему я снимаю только девушек? Во-первых, это не только девушки. У меня есть на канале и мужчины тоже. И по поводу девушек, да, удобнее работать, собственно говоря, более видно все лучше по позвонкам, ну и более эстетично и красиво, скажем так. Ну и вторая причина, почему я не снимаю более пожилых людей, это менее подвижные суставы менее подвижны, из-за этого, собственно говоря, невозможно все показать, не все приемы сработают, вот, и еще нужно согласие, конечно же, согласие пациента на съемку. Все, кто у меня снимались, это все были мои пациенты, вот, а вообще мы всех принимаем на пациентов, и детей, и взрослых, и пожилых людей. Так что добро пожаловать.